В настоящее время артериальное давление стало одной из самых обсуждаемых тем, но мало кто может разъяснить простым и понятным языком, какое именно давление является наиболее опасным – верхнее, нижнее или пульсовое. В нашем сегодняшнем видео мы постараемся донести до вас информацию о том, почему существует множество различных показателей давления, зачем они нужны и как можно эффективно и безопасно снизить каждый из них. Просмотрите это видео до конца, чтобы не упустить важные моменты. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и напишите в комментариях, из какого вы города смотрите наши видео. Итак, начинаем. На вашем тонометре обычно отображаются 3 цифры, каждая из которых представляет собой важный показатель вашего здоровья. Первая цифра – это верхнее давление, которое отражает силу, с которой кровь давит на стенки сосудов во время сокращения сердца. Этот показатель называется систолическим давлением. Вторая цифра – это нижнее давление, которое показывает давление на стенки сосудов во время расслабления сердца. Этот показатель называется диастолическим давлением. Третья цифра – это пульс или частота сердечных сокращений, которая также является важным показателем вашего здоровья. Когда сердце сокращается, оно выталкивает кровь в сосуды, создавая пульсовую волну. Когда же сердце расслабляется, пульсовая волна ослабевает. Это объясняет форму наших сосудов во время сокращения. Они становятся прерывистыми и амплитудными. Поэтому верхнее давление отражает давление в момент сокращения сердца, а нижнее давление в момент расслабления. Разница между верхним и нижним давлением называется пульсовым давлением. В норме пульсовое давление составляет 30-50 мм ртутного столба. Если оно понижается до менее 30 или повышается свыше 60, это может указывать на различные проблемы и представлять опасность для сердца и сосудов. Почему так важно контролировать артериальное давление? Кардиологи беспокоятся не только о цифрах давления, но и об их влиянии на сердце и сосуды. Высокое давление или гипертония является фактором риска инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. До определенного момента гипертония может протекать бессимптомно. Высокое пульсовое давление или пульсовая гипертония является серьезным фактором риска для развития инсульта и инфаркта. Когда разница между верхним и нижним артериальным давлением превышает 60 мм ртутного столба, это указывает на высокое пульсовое давление. Чаще всего причинами высокого пульсового давления являются различные факторы, которые мы рассмотрим по порядку. Одной из наиболее распространенных причин высокого давления является потеря эластичности сосудов. С возрастом наши сосуды становятся менее гибкими и упругими из-за отложения кальция и образования холестериновых бляшек. Это делает сосуды менее чувствительными к изменениям артериального давления. Поэтому нижнее давление может снижаться, в то время как верхнее остается на прежнем уровне. Например, давление может быть 120/60 или 130/60, что создает большую разницу между верхним и нижним давлением и увеличивает риск инсультов и инфарктов. Что делать с такими цифрами? Во-первых, всегда отлично помогает изменение образа жизни, потому что различные факторы также могут повреждать стенки артерий. Например, злоупотребление алкоголем или курение. Поэтому, если вы курите, важно отказаться от этой привычки, так как даже умеренное употребление сигарет повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Даже если вы курите всего 1 сигарету в день, это все равно увеличивает негативное воздействие на ваше сердце и сосуды. Если вы живете вместе с кем-то, кто курит, вы также подвергаетесь риску пассивного курения. Поделитесь этой информацией с теми, кто курит, чтобы они понимали последствия своих действий. Кардиологи крайне против курения и настоятельно рекомендуют отказаться от этой вредной привычки. Нет никакой безопасной дозы сигарет. Даже 1 сигарета увеличивает риск инсульта и инфаркта. Если вы не курите, это уже отличный шаг к улучшению вашего здоровья. Однако, помимо этого, существует множество других способов, которые могут помочь вам сохранить здоровое сердце и сосуды. Важно изменить свой образ жизни, увеличить физическую активность, уменьшить потребление соли и контролировать артериальное давление. Конечно, существуют препараты, которые могут помочь снизить артериальное давление, но есть 2 группы препаратов, которые особенно эффективно влияют на эластичность сосудов и снижают верхнее давление. Первая группа препаратов – это блокаторы кальциевых каналов. Один из наиболее известных препаратов этой группы – амлодипин. Вторая группа – это мочегонные препараты, среди которых наиболее эффективен индопамид. Также важно помнить, что проблемы с клапанами сердца могут быть одной из причин большой разницы между верхним и нижним давлением. Клапаны сердца – это особые структуры, которые регулируют поток крови внутри сердца. Они открываются, позволяя крови пройти через себя
себя и закрываются, чтобы предотвратить обратный поток. Один из таких клапанов – аортальный клапан, который находится между левым желудочком и аортой, основным сосудом, который отводит кровь от сердца к остальным органам. При недостаточности аортального клапана он не закрывается полностью, что приводит к обратному потоку крови в сердце. В норме клапан должен открываться во время сокращения сердца, позволяя крови выходить в аорту, а затем закрываться, чтобы предотвратить обратный поток. Однако при аортальной недостаточности клапан не закрывается полностью, что приводит к тому, что часть крови возвращается обратно в сердце. При недостаточности аортального клапана кровь может вернуться обратно, что приводит к нормальному артериальному давлению, но резкому падению верхнего давления. Это состояние часто сопровождается одышкой, если у вас возникает одышка при физической нагрузке. Например, при подъеме на второй этаж или ходьбе в гору, и при этом давление стабильно низкое, например, 120/40, 120/50, 120/30. Это может быть признаком проблем с аортальным клапаном. Для диагностики необходимо обратиться к кардиологу, который послушает ваше сердце с помощью фонендоскопа и проведет ультразвуковое исследование УЗИ. В зависимости от результатов обследования, лечение может быть медикаментозным, если количество крови, возвращающееся обратно, невелико, или хирургическим, если проблема серьезная и требуется замена клапана. Существует несколько причин, которые могут привести к большой разнице между верхним и нижним давлением. Одной из таких причин являются проблемы с щитовидной железой, такие как гипертиреоз, при котором функция щитовидной железы повышена. В этом случае разница между верхним и нижним давлением может быть значительной. Другой причиной может быть анемия, когда уровень красных кровяных клеток и ретикулоцитов снижается, что делает кровь менее вязкой. В результате этого диастолическое давление также может снизиться. Важно помнить, что разница между верхним и нижним давлением должна быть достаточно большой для пульсового давления, более 7 мм ртутного столба. Если у вас есть такая разница, важно обратиться к врачу для выявления причины. Не стоит самолечиться, а лучше найти и устранить основную причину, будь то проблемы с клапанами сердца, щитовидной железой или анемией. Если причина не связана с какими-либо медицинскими проблемами, возможно, это связано с возрастными изменениями, когда артерии становятся менее эластичными. В этом случае врач может порекомендовать определенные лекарства для снижения давления и улучшения состояния артерий. Низкое артериальное давление или гипотония – это состояние, при котором кровяное давление снижается до уровней ниже нормы. Обычно артериальное давление измеряется двумя значениями – верхним систолическим и нижним диастолическим давлением. Нормальное артериальное давление составляет примерно 120/80 мм ртутного столба, когда разница между верхним и нижним давлением составляет менее 30 мм ртутного столба, это может указывать на наличие гипотонии. Существует две основные ситуации, которые могут привести к низкому пульсовому давлению. В первой ситуации нижнее давление остается в пределах нормы, а верхнее снижается. Например, давление может быть 100/80 или 90/70. При этом нижнее давление остается относительно стабильным, в то время как верхнее снижается. Данное состояние чаще всего связано с сердечной недостаточностью. Сердечная недостаточность – это состояние, когда сердце не способно эффективно перекачивать кровь по сосудам. Основная функция сердца заключается в том, чтобы быть насосом, который обеспечивает организм кровью и кислородом. Однако при сердечной недостаточности сила этого насоса ослабевает, что приводит к уменьшению объема крови, который сердце способно перекачать. В результате верхнее давление в сосудах снижается. Это может быть вызвано ухудшением сократительной функции сердца, когда оно не может эффективно сжиматься и перекачивать кровь. Это приводит к снижению давления в артериях и ухудшению кровообращения в организме. Сердечная недостаточность – это результат недостаточного или неправильного лечения кардиологических заболеваний. Высокое давление, неконтролируемое лекарствами или повышенный холестерин могут привести к атеросклерозу сосудов и инфаркту, что в конечном итоге может вызвать сердечную недостаточность. Поэтому важно правильно лечить все кардиологические проблемы, чтобы предотвратить развитие сердечной недостаточности. Лечение сердечной недостаточности включает изменения в образе жизни, такие как здоровое питание, физическая активность и отказ от вредных привычек. Также назначаются определенные лекарства, которые помогают улучшить работу сердца и снизить нагрузку на него. Большое спасибо за то, что вы нашли время посмотреть наши видео. Надеемся, что вам было интересно и полезно. Важно следить за собой как физически, так и эмоционально.